Друзья, мы находимся с вами по-прежнему в роскошном фойе Императорского Александринского театра. В Петербурге в эти дни уже в 24-й раз проходит уникальный фестиваль Dance Open. Действительно поражает, что несмотря на все сложности и препятствия, которыми не перестает удивлять нас мир в 21 веке, удается собрать международные коллективы, все приезжают в Петербург. Петербург становится на эти дни настоящей культурной столицей. Происходит замечательное событие. И в этом году, что интересно, фестиваль открывается практически премьерой. Урал-опера-балет привозит свою постановку, премьера которой на сцене в Екатеринбурге прошла буквально 2 недели назад. «Каменный цветок», последний балет Прокофьева. Очень интересно посмотреть, что это за спектакль. И большая команда работала. И в этой команде есть удивительный человек. Называется эта должность в этой команде драматург, а так еще помощник художественного руководителя Урал-опера-балет Богдан Королек у нас в гостях. Спасибо, что, несмотря на то, что сейчас буквально через несколько часов откроется занавес, начнется спектакль, нашел в себе силы прийти и поговорить, и немножко рассказать и об этой работе. И мне, честно говоря, интересно с самого начала. Ты же сначала пошел в балет. Обычно в балет мамы отводят детей, но, может быть, в твоем случае ты сам хотел? Не хотел. Мама меня в балет отвела. Это длинная медицинская история. Меня пытались, извинить меня зрители за подробности, избавить от плоскостопия. Было 2 пути. Как далеко ты зашел? Дальше я все пропущу. Я действительно окончил Красноярский хореографический колледж. Танцевал. На выпускном курсе мы уже были в штате Красноярского театра. И танцевали Анюту Васильева и Спартака Григоровича. Все танцевали. Потом я 5 лет танцевал в Театре оперы и балета Петербургской консерватории, который тогда еще существовал. Это была большая труппа. Ею фактически руководил Олег Михайлович Виноградов, а не кто-нибудь. И мы его «Золушку» танцевали в репертуаре, его «Щелкунчика» и так далее. Потом голова перевесила, я оказался в издательском отделе Мариинского театра, тебе хорошо знакомого. И вот, как говорится, я здесь. Большой путь так коротко нам рассказал. Значит, голова перевесила настолько, что ты решил даже отказаться от, в общем-то, физической во многом, духовной, конечно, работы. Это я тебя понимаю, потому что говорят, что тело первый предатель. Я просто понимал, что я не выжму из тела столько, сколько про него знает голова. Правда, я знал, как надо, а вот приходишь каждый день, хорошо, не каждый, да, на урок. Я был ленивый артист, наверное. И ты понимаешь, что, сколько бы я себя ни ломал, по-серьезному, я никогда не получу то, что я знаю теоретически обо всем этом и знаю, как надо, и вижу это на лучших примерах. И потом мне еще со времен учебы было интересно какими-то другими вещами заниматься. Там, не знаю, мемуары Фокина читать, сочинять репертуар театров, причем не только балетный, но и оперный. И вот я здесь сижу, да. Все-таки этот балет, потому что очень часто, я говорю, приводят, но многие осознают его как что-то свое, как свою судьбу. Для тебя тоже, конечно, балет судьба, но только с другой стороны. Видимо, да. Поэтому, да, я нашел в себе силы сейчас поговорить. Мне не выходить на сцену, слава богу, я уже 9 лет не стою у станка, но переживать за тот спектакль, который мы вместе придумали, болеть за то, как он пройдет сейчас, особенно после премьеры, особенно на фестивале Dance Open, в день открытия, в Петербурге, приехать сюда с каменным цветком, это же в Тулу со своим самоваром. С одной стороны. С другой стороны, и в Урале сделать каменный цветок, это тоже самовар свой. Мы уже получали упреки от местных жителей. Был среди комментаторов спектакля один горный инженер, который сказал, что петербуржцам никогда не передать красоту уральских минералов. Но можно спорить об этом бесконечно. Мне нравится ситуация спора. Если бурлит город Екатеринбург, если забурлит сегодня Петербург, это хороший знак. Согласное качание головами всегда путь к провалу. Я сама дочка, можно сказать, выдающегося завлита Виктора Новикова, который здесь работал в театре Комиссаржевской с Рубеном Агамерзяновым сначала как завлит. И я знаю, что Рубен без папы не начинал ни одну репетицию. И, конечно, в драматическом театре есть примеры выдающихся завлитов, как Дина Морисовна Шварц, да, которая работала с Товстоноговым, как Анатолий Миронович Смелянский, который работал в Амхате. И вот драматург все равно в балете достаточно редкая для нас профессия. Когда ты смотришь афиши, когда ты смотришь старые программки, даже режиссера в лице Радлова ты еще можешь увидеть, но драматургов ты почти не видишь никогда. Хотя, может быть, в западном театре это иначе существует. Расскажи, как ты стал балетным драматургом? Это такая исключительная профессия.
Спасибо тебе за этот вопрос, потому что я сейчас все, что буду говорить, это, конечно, не себя по голове гладить, а я буду заступаться за немалое количество своих коллег и учителей, которые этим занимаются, просто себя так не называли. От неловкости ли, от скромности ли, или потому что в российском театре, да, так не принято. Долго считалось и продолжает считаться, что хореограф и сам себе драматург, а дирижер-постановщик всем нам музыкальный консультант. Так бывает не всегда. Хотя в нашей конкретно команде, не только «Каменного цветка», вообще в Уралбалете в Екатеринбурге, у нас команда потрясающая, с нами все время работает. И над «Каменным цветком» работал выдающийся дирижер Павел Евгеньевич Клиничев. С нами работают прекрасные художники. Хореографы наши всегда тоже бодрящие, с живой какой-то танцевальной мыслью. Но конкретно в случае с «Каменным цветком» есть такая история. Вот данность литературной основы, вот Бажов, это вот наш уральский самовар, да. Есть данность большущей партитуры Прокофьева, есть данность третья. Это либретто? Есть либретто, по которому эта музыка Мира была Мендельсон написана. писал. Я просто читала, что после премьеры Григоровича, которая стала для всех классикой и так далее, но Мира Мендельсон, который он, между прочим, ездил с Гамалеей, который был дирижером, и встречался до этого, она с премьеры уехала и больше не общалась ни с Гамалеем, ни с Григоровичем, потому что они ее либретто немножко переделали. А может, немножко переделали. Немножко переделали, и, Во всяком случае, она обиделась. музыкально немножко переделали. Это моя зрительская, слушательская претензия некоторая к старому спектаклю Мариинского театра, потому что там есть очень сомнительные музыкальные решения. Этот контекст мы тоже не учитывать не могли. И какую-то просто постановочную традицию, потому что «Каменный цветок» очень редко ставят. Но мы, кроме спектакля Григоровича, в общем, ничего назвать не сможем актуального, текущего. Эту музыку быстрее растаскивают на каких-нибудь «Снежных королев». Вот в Европе ставили на эту музыку «Снежную королеву», не помню где. Но, мне кажется, самое важное, когда мы приступали к этой работе, когда мы ставили «Сказки Перо», к чему угодно, что мы придумывали с нынешним худруком балетной труппы Максимом Петровым, с предыдущим худруком Славой Самодуровым, мы всегда начинали с вопроса, зачем мы это делаем сегодня, есть ли нам что сказать по этому поводу, а потом, как мы это будем делать. Невозможно взять большую вещь из прошлого, особенно за которой есть вот этот бронзовый налет, и просто вот поставить как написано. Никакого как написано не существует. Ну, понимаешь, вот Эфрос вообще говорил, что пьеса, в данном случае партитура, балет, это как ненадутый шарик. Ненадутый шарик. Его же надо надуть. Чтобы там не было, ты же должен его наполнить какими-то своими все-таки смыслами. Очень точно. Причем, чтобы его надуть, сначала нужно легкие чем-то наполнить. И вот этим в том числе занимаюсь я внутри этой команды. То есть вот тут, мне кажется, важно понимать, драматург в музыкальном театре, да, это явление западное, это такое, из немецкого в первую очередь, оперного театра. В балете и на европейской сцене это до сих пор очень редко встречается. Да, считается, что вот, в лучшем случае режиссер. Да, вот как в Большом театре много режиссеры работали с хореографом. Ну вот Юра Посохов очень любит режиссера рядом, да. И я понимаю, почему. Моя задача здесь как бы не отдельно стоящий персонаж. Я не либретто пишу, не сценарный листочек, а потом приношу его там Петрову или Антону Пиманову, или Самодурову тем паче, и говорю, а вот здесь теперь думайте, где фуэте скрутить, где на пальчике встать балерине. Нет. В чем мои функции конкретно в этом проекте были? Первое – это собрать какой-то вот материал, котел, что почитать у музыковедов, у театроведов, что посмотреть, о чем подумать, первое. И снабдить этим вот коллег, потому что без подготовительного периода мы это не начинали. А вот смотрите, есть новое издание сказов Бажова, комментированное, критическое, вычитанное. Его издавали в Екатеринбурге наши коллеги из издательства «Кабинетный ученый». Шикарное абсолютное издание. Не советские редуцированные книжки с картинками, а там серьезное, без единой картинки научное издание. А вот смотрите, говорю, вот оно есть, давайте его шерстить. Там подсказки какие-то. Это первое. Второе, с чего мы с Антоном начали работу, а потом с этим пришли к Павлу Евгеньевичу Клиничеву. В данном случае я предложил некоторые музыкальные ходы. Партитура огромная, партитура компромиссная.
Потому даже что... Григорович сокращал из 4 Да, актов до потому 3. что тут даже не вопрос деления на акты, это в конце концов только вопрос смыслового членения и походов в буфет за сервелатом. Вопрос в объеме, там довольно много, в отличие даже от «Золушки» и «Ромео и Джульетты», компромиссных вещей, там слышно, мне кажется, где над композитором стоял Леонид Михайлович Лавровский и говорил: здесь мне надо еще, а здесь я недостаточно вижу образ, и в какой-то момент оркестр работает просто как аппарат ЭКГ или, я не знаю, энцефалограф. Катерина здесь, эта тема вернулась, подумала о Даниле, здесь хозяйка за окном прошла, здесь подумала об их адажио, вспомнила, здесь подумала о том, какой Северьян негодяй, там просто вот кардиограмма или энцефалограмма. То есть можно я уточню? Да. Сначала как бы решил музыку вернуть хорошую или собрать, а потом стали либретто писать? Или сначала? Не то, чтобы как плохую выкинуть, хорошую оставить. Кто же, Татлин говорил: ни к старому, ни к новому, а к нужному. Вот так же и здесь. Не к хорошему, не к плохому, а к нужному. Чтобы было нужно, сначала должна история возникнуть? Это... Или как? Или звуковой ряд первый? Вот тут сложно тебе сказать, потому что это был котел одновременный. Мы начали обсуждать, как раз на фундаментальный вопрос пытаться ответить, о чем мы хотим это сегодня рассказать, что для нас в этой истории Тем более, я с удивлением прочитала, что театр уже в 11-м или каком-то году, уже в 21 веке уже в делал. 2008-м Андрей Петров, ныне покойный, тогдашний руководитель Кремлевского балета, ставил. И во многом, будем честны, это была калька с Григоровичевского спектакля. Новых идей принципиальных там не было, там был такой посильный повтор для труппы. Для своего времени, наверное, да, это было нужно. И там тоже, надо сказать, была довольно радикальная музыкальная переделка. Здесь мы вот, пытаясь ответить, для чего, зачем и почему, тут же начали соображать, что, соответственно, в музыке. Потом, просто сегодня по сравнению с 950-ми годами, с Лавровским и его личным принципом, вообще с тогдашней установкой общей, как тогда балет нарративный понимался. Как раз говорит, что Григорович революцию совершил, что он убрал пантомимные сцены, и вот это первый спектакль, где все было выражено только танцем. А у вас есть пантомима? И сегодня мы видим, что это не совсем так в отношении Григоровича. Про нашу пантомиму еще скажу. Это сложный вопрос. Это грозит сейчас вылиться в отдельную лекцию. Будь осторожна. Но у нас время есть. Дело в том, что просто сегодня в руках у хореографов и у других людей, делающих спектакль, другие, может быть, более емкие инструменты для того, чтобы в том числе рассказывать истории. Серьезно? Я думала, те же человеческие тела. Тела те же, но представление о том, как рассказать историю, театральная технология, понятие о том, сколько в себя танец вмещает и вообще каким танец может быть, а что для сцены непригодно. И люди изменились. Понимаешь, все изменилось. Вот если так прикладно. Вы пишете, вы отбираете музыку, вы пишете либретто, а потом вы структурируете. Вот здесь у нас будет дуэт, здесь сольный номер, здесь у нас у этого героя такой танцевальный язык, у этого героя такой танцевальный язык, здесь у нас пойдут массовые сцены, они как бы вот такие. Вот как вот это все строится? Немножко не так. Мы примерно наметили, радикально ход событий все равно не изменился. Все равно музыка нам все основное диктовала сама. Она для нас данность, мы перед ней преклоняемся и снимаем шляпы. Мы просто слушали сразу с Антоном Пименовым, где нам достаточно эту коллизию изложить, а где избыточно. Потом какие-то еще решения музыкальные приходили одновременно с решениями сценическими. Понимаешь, мы, например, сразу поняли, что балет называется «Каменный цветок». Окей, партитура — это сказ о каменном цветке. Каменный цветок. Это значит, в балете какая-то ключевая штуковина — это этот самый каменный цветок. Один из первых ответов, который надо найти, что это такое. Мы сразу понимали, что мы не хотим делать бутафорское изделие, которое имитирует малахитовую вазу. Значит, это что-то иное, другого масштаба, другого понимания, другой метафорической емкости. И мы поняли, что каменный цветок, например, в нашем спектакле — это некое явление, когда камни, ожившие и части декораций собираются воедино. Это некое явление, которое открывается избранным, в данном случае нашему Даниле, там под землей, что, наверное, существует поверье в этом поселке Медная гора Свердловской области. Или это вообще мифическое что-то.
И тот, кто этот каменный цветок увидит, в общем, каменеет сам. То есть это метафора некой творческой шизы, если угодно. То, что не каждому дано увидеть, но если ты дошел до состояния каменный цветок, до левела The Stone Flower, то все, тебе крышка, тебя как художника поглотила. То есть это твое вдохновение, которое тебя и убивает в конце. Ну, мы так придумали. Метафора простая, но, мне кажется, действенная. И она тоже подсказана, вычитана в музыке нами. Так мы эту музыку услышали, и так мы прочли Бажова сейчас, вот в 2024-2025 годах. И исходя из этого мы уже начали что-то и в партитуре делать. То есть сохранилось какое-то противопоставление вот этого странного мира, пусть он тебя убивает, но волшебного мира и быта, Конечно, который да. тебя с другой Конечно, стороны да. держит. Это фундаментально есть в партитуре. Но дальше, например, Прокофьев нам задает загадку, потому что музыка «Хозяйки Медной горы» и ее весь тематизм, и тематизм Катерины и лирических дуэтов ее с Данилой, они очень похожи. Одна и та же инструментовка, очень похожее мелодическое строение. Как бы генеральная разница, как в русской опере классической есть, они мы, Восток, Запад, фантастика, быт, а музыкально оно где-то очень близко. Вот на всех этих парадоксах и строится партитура. Нам это тоже нужно было учитывать. Например. А вот можно тоже спрошу, у вас тоже так получится, как, по-моему, получилось по факту у Григоровича, невольно? Потому что когда у тебя есть Осипенко и Мезенцева, они как-то побеждают невольно. Может быть, она и не должна быть главной героиней, хозяйка Медной горы. Но когда у тебя такие потрясающие балерины, да еще сами по себе очень острые, очень современные, в этом, как мне кажется, невероятном тогда костюме Версаладзе, не знаю, как его пропустили, эти леотарды, вот, то как-то побеждает. У вас тоже хозяйка Медной горы выходит на первый план? Или так нет такого? Вот это вторая вещь, принципиальная, которую мы тоже понимали сразу. Делать из этого псевдотреугольник какой-то полулюбовный, как это у того же Григоровича было, что они как две женщины, особенно, как ты верно замечаешь, если это яркая харизматичная балерина в роли хозяйки, они начинали буквально этого Данилу перетягивать. Мы этого тоже не хотели. И вместе с Антоном и Юлианой мы быстро дошли до мысли о том, что хозяйка в нашей истории — это вообще не человек, она не женщина и не мужчина, она нечто выше, она какая-то иная сущность. И в конечном счете договорились друг с другом до того, что она и есть гора. Ну, у нас есть скала какая-то на сцене, в общем, довольно конкретная. Хотя это еще Бажов в биографических очерках своих писал, как он обиделся в свое время на отца, что приехал на Гумешевское месторождение, а горы-то медной никакой никогда не существовало. А отец ему говорит: ну, гора бывает и в земле. Ну, в ней добывают, значит, она гора, да. А никакой вот это вот пик коммунизма никакой там не торчал никогда. Никакой горы Эверест там не было. Мы ее поставили. Но гора — это тоже и место обитания, и метафора, и хозяйка — это персонаж метафорический, ну, конечно, надчеловеческий. Она от Данилы не хочет любви, он ей в нашем спектакле не нужен там как мастер, который будет ее обслуживать, соберу всех лучших, сханчу в свою команду. Нет. Это гора, это вот место жизни, которое ему говорит: чувак, ты вот какой-то светящийся камень в руках нашел, пока все остальные там чего-то добывают, работают. Мы же начали спектакль с того, где его фактически закончили наши предшественники 70 лет назад, что вот ему природа отдала секреты мастерства. Ну, во-первых, малахит на этом самом месторождении Бажовском, Гумешевском, его весь вынули еще в середине 19 века. На Версаль, на Эрмитаж, на что угодно, на вазы. Во-вторых, ну, это каменный... Я, может, наивно сейчас рассуждаю со всей Малахит командой. вообще уже кончился или еще добывают? Там его не Там месторождение, это сейчас похоже, если зайдешь на сайт «Рудники Урала», ты увидишь, что Гумешевское — это знаменитое месторождение, Серечь-Медная гора. Это просто рыжая лужа гигантская, которую в 90-е закачали водой. Там сейчас по-другому достают остатки полезных металлов и ископаемых, но все, как бы оно как исторический вот горный какой-то комплекс, оно погибло. Оно есть только вот в нашем спектакле и в бажовских сказах. Вот мы сразу понимали, что гора горой, но мы понимали, что вытачивать эту вазу невозможно Даниле. Мы понимали, что он для нас немножко герой-аутсайдер, такой деревенский дурачок. И почему я говорю, мы начали там, где закончили наши предшественники. Мало того, что малахит весь на Урале выдали, так еще и, ну,
Что такое сегодня понятие ручного мастерства? Мы все живем в эпоху технического Так воспроизводства. не больше ли ценится еще художественное мастерство? С одной стороны, да, а с другой стороны, чье это эссе произведение искусства в эпоху технического воспроизведения? Ну вот нам... Бодрияр, наверное, не помню. В нашем спектакле «Гора» отдает этот туристический товар, который в Петербурге, в Москве, в любом магазине за валюту раньше туристов заводили, а с улицы просто нельзя было зайти в такие магазины. Вот Максим Петров в таком жил когда-то, над таким магазом. И говорит, я однажды прибился к этой экскурсии, прикинулся иностранцем и зашел и посмотрел цены. А там эти малахитовые, янтарные, какие угодно шкатулки, янтарь, который добывают в нашем Калининграде, отвозят в Китай на обработку, там Данилы мастера эти сидят, китайские, а потом это возвращают продавать за огромную валюту в магазины. И у тебя этих малахитовых шкатулок целая витрина. А вот Данила-то обладает каким-то тайным знанием или нет? Ну вот нам это интереснее было, что тайное знание, оно не выражается в том, что он сидит и изделия изготавливает, а в том, что он провидит то, чего не видят другие. И вот в нашем спектакле мы, возможно, наивно поступили. Хотя мне кажется, что смешно, по крайней мере. О чем он провидит? Что-то. Пока эти какими-то волшебными орудиями из горы достают готовые вазы, и вот дармовая... Какие-то. Дармовая красота. Вот эта гора, эта хозяйка им отдает, хотите хорошо жить, нате вам. Мне это ничего не стоит. И этих ваз вам отдаю сотнями в день. А этот вертит какой-то необработанный камень в руках, и вот чего-то красоту в нем какую-то заметил. Вдруг камень в его руках светится, электробутафоры поработали. И на него, он, ребят, смотрите, камень, да ты дурак деревенский. Это мы тоже в том числе вычитали у Бажова. Когда мальчика не знали все детство, куда приспособить. У него же какая-то смешная кличка такая, что Данилушка Недокормыш он был. Да, да. Что его выпороли, но он не умер. Делать ничего не может, под паском поставили, он все стадо потерял, зато стоит травинку полчаса разглядывает. Ну, Иванушка-дурачок, да? Да, Такой, как все. Абсолютно. Вот в своем мире. Сестрица Аленушка с Васнецовской картины была на обложке одного из дисков с записью Прокофьевского балета, который Михаил Владимирович Юровский записывал в Германии. Вот он такой братец Иванушка, не пей козленочком станешь, не ходи в гору, тебе там каюк будет, оставь ты этот камень. А Северьян наш, ну про него разговор отдельный. Он понимает, что этот камень это не к добру. Живем нормально, добываем нормально. Чувак, оставь, не мути воду, хуже нам сделаешь. А если, ну, не знаю, в тебе, я знаю таких людей хорошо, и во мне что-то такое шевелится тоже иногда. Ты что-то вот такое вот зацепишься, и потом... Можешь сломать нам жизнь. И оторваться уже не можешь потом. Вот большего на сцене не покажешь. Поэтому А Катерина кто в этом раскладе? А Катерина тоже для нас такая. Кто-то из спектаклей нашего любимого оперного режиссера Дмитрия Чернякова, мне кажется. Вот мне кажется, это черняковская Татьяна из Евгения Онегина. Чуть-чуть. Мы, конечно, не косплеили, не копировали, мы очень любим спектакли Чернякова. Я тоже. Вот, правда. Евгений Онегин это для меня уже такая вот данность неотделимая. Например. Или там персонажи, которых в его спектаклях делает в последние сезоны Богдан Волков. Ну вот это для меня наш Данила. Екатерина такая же дурочка деревенская. Чистота такая. Это чистота, которая со стороны кажется наивной и, даже странной. И глупой. Дурачки деревенские. И вот нашли друг друга. Поэтому у нас, кстати, там есть музыкальная инверсия одна. У нас под вариацию Данилы довольно героическую танцуют мужики, женатики, у которых все хорошо, и вот они поэтому норму выполняют в день. А танец неженатиков, ернический у Прокофьева, мы как раз отдали Даниле. И еще пес появился. А еще появился пес. Ну, тут без спойлеров не обойтись, не буду про него рассказывать. Но это есть великий фельетон Власа Дорошевича, который называется «Гамлет». Про то, как Гордон Крэг ставил в МХТ Гамлета. И как он потребовал на сцену живого датского дога. Выпускаешь на сцену животное или детей. Я хочу всё. сказать, это же такая колоссальная традиция, начиная с Льва в «Дочери фараона» и обезьянки раньше, там же. Да, раньше, это все было раньше. Да, Пятипа же сам какой-то, да, обезьянка с Жако какой-то там, с и так обезьяночкой. далее. Но этот пес у нас это не просто блажь или датский дог, или просто похихикать. Сначала похихикать, а потом у него важная драматургическая А функция. пластика у него интересна? А это уж не нам судить.
Костюм интересный, костюм очень натуралистичный. Кто-то сказал, что это самое красивое в спектакле. Вот когда придумана история, допустим, да, вы так сделали ее, ну, допустим, более современной, скажем, убрали вазу и сделали это более метафоричным, вы разработали характеры, да, я так понимаю, этих героев. Ну, дальше вопрос пластики встает, потому что в балете это все слова, а хочется же именно движения, движение все передает. Конечно, да. И мы сразу все эти истории придумываем, разумеется, хоть в старых музыках, хоть в новых, которые мы на Урале любим заказывать ежесезонно. Да, я очень ценю вас за это. Вошли во вкус. Вот в сказках Перо пожадничали и обнаглели до того, что 3 композитора писало музыку. Ну, хотя на самом деле это нужно было и для контраста, и для скорости. Это очень быстро сделанный И спектакль. за творчеством Славы Самодурова, мне поэтому тоже всегда интересно следить, что очень часто композитор. Да и вот то, что вы делали графит Да. на ГЭС-2. Это очень, как это, тренирует какие-то вот мускулы. Да, мне кажется, это вообще какое-то другое сотворчество, когда и музыка возникает вместе с движением. Да понимаешь, во-первых, а во-вторых, у нас столько классных композиторов вокруг. Это очень Надо долго было исполнять. принято Я считать, это что везде- никого у нас нет, Да. все, жизнь потеряна. Это когда Дягилева, да, особо художников-то не было. Да никого не было. А потом бац, а где они все А были? хореографы были, у него Вот за 20 именно. лет их всего 5 человек было. Никого не было. Значит, эту кашу надо варить из топора, но тут даже топор не нужен. У нас уйма прекрасных композиторов. И вот сейчас нативная реклама будет, да, мы объявили союзом композиторов лабораторию, называется «Пиши балет», и мы в декабре отловим по конкурсу, по заявкам 6 ребят. Нам не важен возраст, главное, чтобы старше 18. Нам важно поработать с теми, кто еще не писал балетов и не ставил на сцене, не работал с оркестром, с театральным и с хореографами. Но вот мы ищем 6 котов в мешке, но мы бы это не затеяли, если бы не знали, что этих людей нет. Самых разных поколений, воззрений, музыкальных взглядов и так далее. И они с нашими 6 хореографами труппы, да, хореографов у нас в стране тоже нету. Вот 6 ребят, которые ставят уже с большей или меньшей известностью и успехом в нашей труппе, включая и Пименова, и Петрова, будут с ними работать и сочинять штучки, а потом Пименов их соберет в единый балет, у которого появится название, и этот акт, это сочинение 12 авторов, мы покажем в декабре вместе с балетом Петрова и Красавина «Клептомания» с мировой премьерой. Я к чему? Может быть, на юбилейный фестиваль 25-летний через год тоже привезете сюда? Ну, Катя Галанова слышит меня? Я к чему? Хоть в старой ты музыке работаешь, хоть в новой, принципы-то работы одни и те же. Мы не сочиняем новый спектакль, не держа в голове то сразу, как это будет выглядеть на сцене и в танце. Не держа в голове, сколько человек занято, какие у нас мощности у труппы. Мы не труппа Большого театра или Парижской оперы, у нас всего 90 пока человек. Не так уж вас и мало. Не так мало, но и немного. Вот в большом спектакле занято человек 60, а учитывая там составы, замены и прочее, ну, как бы это... В обрез. Это в обрез, правда. Какие у нас мощности сцены, какие слабые, может, до реконструкции доживем, да. И так далее. Мы сразу держим в голове всю механику и техническую, и художественную. Я еще раз повторю, не я, как вот человек из этой команды, я могу по-разному называться, я не настаиваю на слове драматург, здесь оно было наиболее уместно. Ну, Юлиана Лайкова нам сказала, что ты как бы больше, чем драматург, и 100 раз больше, ты перевыполняешь все, что должен был выполнять, и что они вообще не знают, как без тебя жить, потому что у тебя есть волшебные листочки, и там все записано, на этих листочках буквально по минутам, что происходит. В том числе я работаю как бы секретарем нашей концессии, я это все оформляю в гроссбухе. Если это оригинальная продукция типа сказок Перо, сценарий наш выглядит не как литературный синопсис. Не надо путать сценарий с синопсисом. Если я переписал краткое содержание для буклета, это не значит, что я переписал сценарий, и я теперь его единоличный автор. Нет, так не работает. Сценарий — это, ну, скажу вычурно, это музыкально-сценическая и танцевальная программа действий. Это инструкция по сборке. Вот гроссбух, по которому, например, работает Боб Уилсон над своими спектаклями. Вот он сам, вот у него гигантский штат ассистентов, и ты знаешь прекрасно эти книги. Тайминг, название номера,
раскадровка, иногда с картинками, иногда с референсами и отдельный столбец обязательно в этой таблице, типа, что мы хотели сказать. Вот я, кстати, повезло мне, да, познакомиться тоже с Бобом Уилсоном и поработать с ним в Большом театре, и быть на его репетициях, и я видела, как он водил мальчика в «Мадам Баттерфляй», и этому мальчику лет 12 он говорил примерно так: ты вот видишь маму и правую руку поднимаешь на 45 градусов. Вот. Вот, а вы как артистам говорите? Мы с артистами, конечно, не так разговариваем, но внутри команды мы должны точно знать, что здесь отъехала декорация на 30 градусов. Если на сцене не сработает, план «Б» всегда наготове. Потому что не все вещи в голове и на бумаге, в наших этих табличках, бумажках, сценариях, они, понятное дело, естественно, не все потом срабатывают на сцене. Мы ищем какие-то новые пути. И наоборот, какие-то незапрограммированные вещи вдруг на сцене. А еще ведь вот так вот можно. В какой-то момент придуманный нами мир художественный, он нам самим начинает что-то про себя нашептывать. И мы, как Данила Мастер, впадаем в эту шизу и прислушиваемся к голосам. Ты как владелец этого гроссбуха. Как он наш общий. Я просто секретарь. Ты просто его хранил. Он у меня просто вот на Google насколько диске спектакль оплачен. сейчас уже, премьера-то прошла, соответствует этому гроссбуху? Точно вы все выполнили? Конечно, нет. Какие-то вещи, мы не докрутили, скажу прямо. Но еще докрутите, спектакль же остается в театре. А как? Нет, это мы плюс. спектакли Я делаем имею в виду, что надолго. это плюс репертуарного театра. Конечно. Что спектакль не просто показали серию, а он живет, и он может развиваться. Я тебе больше скажу, на него нужно приехать через год смотреть. Он же живет своей органической жизнью. Вот он от нас отделился, мы пуповину перерезали, что-то Антон будет какие-то танцевальные, возможно, правки вносить, чтобы чуть-чуть разгрузить кардебалет, например, потому что это очень сложный для кардебалета спектакль. Это наш самый сложный спектакль в репертуаре сейчас. Антон Большой кардебалет, да? Да, большой кардебалет, такой свадебкообразный, такая уральская весна священная даже. Мне это очень симпатично. Это вот так мыслит Антон, и мне кажется, что его хореографический метод и стиль, о котором мы уже сегодня можем говорить, он получил, как это сказать, адекватную сюжетную рамку. Это танцы камней, это грани, алмазы. А только что у него был балет под названием «Графит». Что Баланчино вспоминается. Мы в суе его вспоминать не будем, потому что все сравнения ведут нас к ложным выводам. Потому что мы 30 лет ходили друг к другу и говорили, что в России нет хореографов, а кто есть, те эпигоны. Хватит. Неправда. Любая культура строится на том, что перерабатывает самое себя и выдает новое. Да. Я как раз часто задумываюсь о том, что не знал ли Баланчино, наоборот, про каменный цветок, который в России может быть, выпустили даже, за 10 лет до его может быть, даже драгоценности. знал, да посмеивался, потому что эту красоту камня можно показать, не надевая этих литературных шкур. Но нам-то эта бажовская литература была важна для другого, понятно. Но я к тому, что Антон здесь развернулся на полную мощь и как бы выдал такое количество материала, так же, как Прокофьев в своей музыке. У него столько оригинального мелодического материала, у Прокофьева нет ни в «Золушке», ни в «Ромео». В последних актах этих балетов двух там уже иссякает и так только чуть-чуть подкидывает новое напоследок. А мы с моей коллегой Линой Андриановой делали в буклет гигантский разбор, ты видела, с нотными примерами. Настоящая академическая такая штуковина, я этим горжусь. Шикарно. Для меня наши буклеты толстые – это всегда часть спектакля. Я на этом настаиваю. А афиша? Конечно, это продолжение того же художественного мира. И вот там мы, когда сели с Элиной, а она сама композитор и музыковед, мы сели с ней разбирать эту партитуру и просто одурели как Данилов от этого каменного цветка, от количества сокровищ, которые там расширены. Другому композитору бы на 10 балетов хватило. А эти каменья просто, вот как хозяйка Медной горы, эти щедро. вазы. Ему как нечего делать. Там какие-то короткие мотивчики при выходе Северьяна целой россыпью. Из этого симфонию написать можно. А он их больше не вернет в двухчасовую партитуру. Я лучше вам новые напишу. А ты знаешь, готовясь к сегодняшнему интервью, я посмотрела твою беседу с Антоном по поводу современного искусства и современного балета. И там Антон, в частности, говорил, что зачем режиссеры в балете, они не нужны. А в этом балете есть режиссер. И зачем сюжетные спектакли?
сценарии, вот, и вроде бы сюжеты не нужны, а здесь есть сюжет. Ну, я тоже... Это что, Антон развивается, на самом деле, как художник, и приходит к каким-то другим выводам? Ну, твой взгляд, ты с ним же много работаешь. Меня тоже можно на этих противоречиях подловить. Я тоже долго был проповедником того, что, ну, зачем режиссер? А почему ты изменил-то свою точку зрения? Ну, мне же работа нужна, мне же деньги получать хочется. Шучу. Вот, ну, конечно. Мы видели Дали портреты тоже, такие Да. на эту тему. Ну, на самом деле Почему нет. вы занимаетесь искусством, и там такие доллары? Но я тебе скажу так. Мы все смягчаем свою позицию. Я уже так радикально рассуждать тоже не готов. Я думаю, что все средства хороши там, где они на своем месте. Я думаю, что если у Антона нет большого опыта, он до «Каменного цветка» только один раз делал большую работу, это был сложный, сомнительный опыт, такой-сякой, тоже с режиссером, кстати. И здесь мы сразу договорились, что Антон вместе с тобой, давай, Юлиана поработает как художник, ну и как режиссер, потому что она же ученица Крымова-Каменьковича, Да. их ведь учат всему сразу. Она наша хозяйка Медной горы, царица этого А вот Юля сказала, уральского что вы мира. неожиданно ей позвонили, и что, оказывается, ты в каком-то журнале что-то В Петербургском увидела, театре и это была твоя увидел идея. этого огромного надувного Пикачу в стеклянном боксе в Няганском тюзе. Это же театры малых городов, это же прекрасная вещь. Закрытые моногорода, нужно выпускать по 20 премьер в год, и они просто вытаскивают все, что угодно. И там можно реализовать гораздо более смелые и современные идеи, чем, не в обиду будь сказано, в императорских гробницах и хранилищах и театрах, какими бы они живыми не были. Потому что в малом масштабе и в театре малых возможностей всегда фантазия разыгрывается. Вот нас так учил другой наш прекрасный соавтор, сценограф Алексей Кондратьев. Театр малых возможностей всегда провоцирует искать нестандартные решения. Да, я действительно увидел ее турандот, и там надувной Пикачу, и какие-то гофротрубы, и этот бокс пластиковый прозрачный. И думаю, вау! Я присел, набрал мудборд, показал Максиму Петрову, мы вместе показали его Андрею Геннадьевичу Шишкину, нашему директору, которому отдельное спасибо за авантюризм. И так мы сделали с Юлей «Сказки Перо», и так мы с ней сделали «Каменный цветок». И сказали: Юля, Антону нужно будет помочь, большая штука, тяжелая, изматывающая. Нам нужно всем учиться рассказывать истории. Возвращаясь к ответу, все равно зрителям хочется видеть и слышать истории на сцене, в опере ли, в балете ли. Все равно нам хочется, чтобы нам что-то рассказывали. Просто наш интерес сегодня состоит в том, чтобы это рассказать менее банально, менее бытово, чтобы это не противоречило танцевальной природе балета, и чтобы это было, метафорически и по-человечески, что ли, более емко. А ты сам, как зритель, какие любишь истории? И мальчиком какие любил истории? Мальчиком я был обыкновенным балетным, хотя мне сейчас кажется, что я обманывал себя в угоду тренду. Потому что все мальчики, кого не спроси, любят балет «Спартак». Я себе тоже говорил, что я хочу краса танцевать. «Спартак» меня не интересовал никогда. А в «Бахчисарайском фонтане» мне Хангирей нравился. Видишь, острый, характерный. Я и выпускался как характерно-гротескный артист. Конечно, потому что как-то с ними легче. А вот у меня приятель один, мой друг даже близкий, танцевал Ленского, и вот он меня спрашивает, это экранка была, постановка. И Черникова он спрашивал, не столько меня. Онегин танцует с Ольгой, а я должен стоять и злиться. А как я должен стоять и злиться? Вот этим положительным героям им тяжело. А в балете вообще трудно стоять. Это к разговору про «Каменный цветок». Там куча номеров, видимо, продиктованных Лавровским. Думай, Катерина о Даниле. Катерина тоскует у костра по Даниле. Катерина думает о Данила думает о «Каменном цветке». В балете думать трудно. Байка о том, почему Барышников уехал из Советского Союза. Я не могу полчаса стоять в этюде, изображающем быть или не быть. Да, поэтому за балет «Гамлет» мы пока не взялись, но через 10 лет ты будешь меня про Юля него уже спрашивать. хочет взяться за пьесу. Я понимаю. В драматическом театре это проще. Но мы сразу... Для чего режиссер? Поскольку, мы ввязались в полунарративную историю, артистам важно подсказать какие-то вещи поведенческие, артистам важно подсказать какие-то вещи по характеру. У драматического режиссера все равно немножко другой психологический, человеческий инструментарий. Нам режиссер в балете нужен скорее для того, чтобы такую педагогически-психологическую настройку провести правильную. Не для того, чтобы рассказать хореографу, почем фунт лиха и как правильно мизансцену расставить, хотя и это тоже отчасти. Мы же все друг у друга учимся этому. Поэтому, и мне кажется, это не зазорно.
А режиссер нужен, вот, мне кажется, я правильно сформулировал, для того, чтобы с артистами, да и с нами внутри команды, вот правильно подкрутить вот здесь, в винтике, чтобы что-то человеческое выжить, чтобы, может быть, немножко как человек со свежего воздуха, пришедший в этот герметичный цех балетный, чтобы немножко помочь ребятам стряхнуть с себя клише, которые налипли на нас, на всех еще в балетных школах. Как подать предмет? Вот я сам как бывший балетный, да, с ребятами тоже об этом говорил вот на выпуске. С северянами в основном, да. Вот ты берешь вазу и говоришь Даниле, вот это ты должен делать, а не вот этой фигней с камнем заниматься, убери его. Как ты это сделаешь? Вот так? Вот так ты повелеваешь? Или ты по-человечески ему дашь? Или ты найдешь такой жест, которым как бы характер какой-то будет? Ну вот для этих вещей режиссер нужен. А про поводу нарративного-ненарративного, да, мы ведь даже эту историю перевели в такой в полуабстрактный план. Сюжет есть, история рассказывается, есть основные характеры, они взаимодействуют. Может быть, нет в классическом смысле как бы действия-контрдействия. Эти все вещи ушли, мне кажется, на внутренний уровень. Здесь, мне кажется, много внутреннего действия. В каждом из персонажей и генерально насквозь. И сюиты танцевальные, вот их 4 в каменном цветке, на них, на этих 4 столпах покоится балет Прокофьева. И вот их Антон нанизывает как такие абстрактные сюиты, такие балеты внутри балетов. И мы в них уже находим какие-то эмоциональные подъемы. Я уже предвкушаю, но вот у вас же премьера прошла, зрители в зале да, сидели. да. Это сидела публика 2025 года. Да. Они восприняли музыку, спектакль, как тебе кажется? Удалось достучаться, удалось затронуть их сердца, удалось сделать то, ради чего многие считают, что существует искусство, я, пожалуй, соглашусь, обжечь зрителей удалось? До кого-то, наверное, удалось, это лучше спросить у зрителей. Ну, как энергия в зале существовала. Энергия в зале была на премьере, я надеюсь, будет сейчас на спектакле в Петербурге. И то, о чем я тебе до этого сказал, органическая жизнь спектакля развивается, он соки набирает со временем, в том числе и от зрителей, и зрители от него набирают. И есть те, кто ходит по 5-6 раз и смотрит. И есть те, кто возвращается спустя год или 2 или 3 сезона и смотрит и видит уже другой спектакль. Артистам его тоже нужно время присвоить. Это никогда на премьере не случается. Я вот в этом убежден, сам как бывший артист и как человек, который теперь придумывает с артистами вместе спектакли. А я настаиваю, что это работа командная, чтобы мы весь Уралбалет выносили этот каменный цветок. Ему нужно еще дать дозреть. Но отклики всегда будут противоречивые, это тоже хорошо. Просто мне кажется, чтобы обжечь спектаклем, зритель должен быть готов обжечься. Вот я хотела сказать, а ты как-то готовишь зрителя? Потому что я, может быть, нашим слушателям, нашим друзьям, те, кто нас с тобой смотрит в эфире канала Dance Open, хочу сказать, что вообще же Богдан потрясающий лектор. И очень много выложено его историй, рассказов, в интернете их можно найти, от них же не оторваться. Вы, может быть, тоже сейчас заметили, сколько энергии, сколько огня. И это очень здорово. Богдан человек очень образованный, но сейчас ведь существует такая тенденция, ну, не знаю, Теодор Курентис это развивает, что со зрителем можно поговорить, что кто-то должен сесть в фойе, может быть, рассказать что-то заранее, подготовить, а может быть, не надо готовить, я не знаю. Я тоже не знаю. Шедевры-то сразу видны, понимаешь? Ну, вот чем меньше думаешь про шедевры, тем лучше. Мы не готовились к тому, что нам сейчас нужно состязаться с шедевром, мы должны поставить шедевр. Вот не запрыгивать в историю, не пытаться прыгнуть выше учебников и не пытаться в учебнике запрыгнуть. Это вот первое, самое важное, мне кажется. Мы делаем повседневную пищу. Мы с Антоном Спимановым когда-то придумали концепцию вечера одноразовых балетов. Не однакных, а одноразовых. Я ему всегда говорил, есть красивый стаканчик для кофе, брендированный, там даже с работами молодых художников, но он картонный, и он одноразовый. Ты, придя домой, его не вымоешь с моющим средством и не оставишь за стеклом, как праздничную посуду. Ты им воспользуешься и пойдешь к следующему стаканчику кофе. Но я вот кофе не пью. А стаканчик люблю. А вымыть не могу домой принести, как-то они не предназначены. Сделали работу, мы с ней пожили, она какое-то время нам послужит. Каменный цветок, я надеюсь, он подольше с нами будет, а вот, наберет. кстати, это, конечно, интересно. Да. Мне нравится в театре его мимолетность. То есть ты посмотрел, и закончилось, какие-то вещи, да, какие-то вещи с нами сколько вообще дольше. Спектакль может жить? Оперный режиссер Борис Покровский говорил, что дольше 10 лет это невозможно. Хотя его Онегин шел в большом. Сколько? 60?
Я не очень верю в Бахчисарайский фонтан, который идет уже 90. Что-то пошло не так, что-то сломалось, что-то уже не то происходит с артистами, входящими в этот организм, в В этот драме спектакль. я с трудом могу себе представить спектакль, который Это там тоже, по 60. «Юнона и Авось» в Ленкоме может идти 40 лет, но тоже, да, кристаллическая решетка разрушается. Все ведь меняется, и контекст, и люди смотрящие, и люди Мне играющие. кажется, темп и ритм меняется, жизнь, Все меняет. восприятие, Контекст прям политический, художественный, световые приборы, все меняется. Да. Я к чему? Спектакли могут жить разную жизнь, но главное, чтобы они уходили и приходили. Это второе. Третье, про разговор со зрителями. Мы много делаем тоже такого. Мы придумали с Максимом Петровым делать к каждой премьере, и к оперной тоже, в нашем театре так называемые предисловия. Мы придумали потом собираться в красивых и вкусных ресторанах и бистро города и делать послесловие к премьере, потому что мы в какой-то момент получили от фанатской группы, от постоянных зрителей коллективный такой вайб, запрос, такой выброс плазмы, типа, друзья, мы с вами до все время обсуждаем, пропахиваем почву, а вы после послушать нас не хотите, и как это, поддержать ответ перед нами за содеянное. Мы стали собираться и разговаривать, и вот после «Каменного цветка» мы с Юлианой тоже 2 часа очень, ты знаешь, продуктивного разговора, мы иногда до таких вещей договариваемся. То есть спектакль уже от нас, от авторов, отделился в этот момент, мы уже с ним как зрители, и попадаем в круг таких же зрителей. Иногда слышим сногсшибательные, удивительные трактовки, как все по-разному видят и слышат. И вдруг в этот спектакль начинает прибавляться, притягиваться то, чего мы сами не закладывали. И это момент едва не более захватывающий, чем премьера и процесс сочинения. Когда масса зрителей, мы ведь все люди разные, это самое классное в жизни. И мы такое разное получаем от них. Вот я всегда говорю, 914 мест в зале Уралоперы, в этом прекрасном старом городском театре, 914 разных каменных цветов распустится при одном условии, если мы готовы обжечься. Вот заканчивая, резюмируя ответ на этот очень важный, правда, вопрос. Мы говорим, мы будем продолжать говорить, мы будем выпускать большие толстые буклеты, не просто сувенира, вот воспоминалка на память, утащи за собой со спектакля, а это вот правда какая-то важная еще флешка с какой-то важной информацией, с дополнительной. Но я при этом не исключаю, что это все не обязательное, и я при этом хорошо понимаю, что никакие разговоры, предисловия и послесловия, и умные буклеты, и красивые афиши никогда не заставят тебя подключиться и открыться эмоционально. Они могут помочь это сделать, как, не знаю, как наркоз, как дополнительное средство медицинское, как лубрикант, простите. Но если мы сами не желаем подключиться эмоционально, приходя в театр, если мы просто отрабатываем наименование услуги балет «Каменный цветок», как в билетах пишут, ФГБУК, Екатеринбургский академический театр оперы и балета, тогда ничего не получится. В этом плане мне самой всегда зрителям хочется сказать, что придите в театр и как бы смотрите, что вам показывают. Постарайтесь убрать из головы все штампы, которые Все, вы что сами говорили, наполнены. это Просто увидите. Это классно было с «Каменным цветком», потому что мы вот 2 недели уже после премьеры, мы говорим все об одном и том же. Отдуваемся, где малахит. А я говорю, весь выработали 1,5 столетия назад. А почему у вас медь, а не малахит? А гора-то какая? Медная. А у Прокофьева с чего балет начинается? 3 трубы, то есть медные, духовые, не малахитовые, играют эту великую тему, которая нас как куполом накрывает. Властная очень музыка. Вот от этого мы исходим. Но очень трудно бывает, если зритель вот приходит и, как в той пародии на старом шоу «Большая разница». Там была пародия на свою игру, где один из игроков все время требовал вопросов на тему «Лавсановые волокна». Вот если люди приходят, и им нужны только лавсан, если они приходят «Малахит», то нет, Не пожалуйста. Бывает, что пробьешь, бывает, что нет. Но правда, я банальности сейчас несу, но театр — это же как бы вещь взаимная. А любовь же только по взаимности возникает. Не бывает так, что наша прекраснейшая труппа, которая восхищена, вот я вначале сказал, что мне на сцену не выходить, не трудиться, но мои болельщицкие чувства за нашу труппу очень выматывают, это эмоционально затратно. Наша прекрасная труппа столько отдает энергии, но она должна что-то и получить взамен, какую-то открытость. Это с 2 серверов должно подключение произойти, иначе не получится ничего.
А зрителям, мне кажется, самое важное не бояться не понимать. Чтобы понять балет или принять балет, надо разрешить себе не понять и не принять. Вот тогда, мне кажется, работает. Ну, я только к этому могу добавить, что я очень рада за зрителей Петербурга. Это, в общем-то, балетные мекки и альма-матер всех и вся. Всех нас. Да, это правда, что они смогут посмотреть новую, интересную работу, созданную молодыми, талантливыми, очень любящими свое дело, театр и балет людьми. Надеюсь, что петербургский зритель придет с открытым сердцем и получит удовольствие. И рада, что на фестивале Dance Open такое удивительное открытие. Спасибо.